Привет! Это трехцветка, которая постоянно мне попадается на пути. Я когда прихожу, Амирана привожу на занятия, эта трехцветочка все время здесь. Ошейник ей немного ослабили. Да, так что не переживайте. А туда пальчик влазит под этот ошейник, все нормально. Кто переживал, это у нее ошейничек, кстати, от блох. Да, она тут все за ней ухаживают, кормят ее, она такая чистенькая. Трехцветку встретит всегда на удачу, да? А Пулька, она покушала? Покушала девочка. Да, покушала. Она такая ласковая, такая хорошая киса. Доброго всем дня! Сегодня у нас 5 сентября 2023 года, Харьков. Я продолжаю свой видеодневник. Мы с Амираном приехали на занятия с логопедом и на сенсорную интеграцию. Кто не знает, мы уже ходим, наверное, с апреля месяца, если я не ошибаюсь. Ой, я не помню, с какого месяца мы ходим. Или с мая. Или с мая, или с апреля. В общем, мы ходим, и нам удачно запустили речь. И еще немного поработаем над этим. Ну, мы и дома над этим работаем. Так, что у нас по обстановке? Ночь прошла тихо, слава богу. Сейчас проехал мимо меня троллейбус, битком набит людьми. Битком набит. Очень много людей. Вообще трамвай. Вчера я ехала с Амираном на трамвае, тоже было довольно-таки много людей. Почитала я комментарии вчера под вечерним роликом, который вышел в 6 часов вечера. Я говорила о двух вещах. О штрафе и о двух больших монументальных работах Лансере. О вырезке из газеты, которую я прочитала. В общем, кто смотрел, тот смотрел. Кто не смотрел, посмотрите ролик за вчера, 6 часов вечера, второй ролик. И вот знаете, очень меня удивила такая вещь, как люди набросились не на принца Лимона, не на сеньора Помидора, а на простого тыковку. Очень многие написали, на что же тыковка себе дом-то купил? На что он купил дом? И надо забрать у тыковки дом. Ну, здесь такая немного аллегория идет. Кто понял, тот понял, про что идет речь. Очень меня удивило то, что люди стали на сторону принца Лимона и сеньора Помидора и готовы были загрызть своих же таких же людей, простых, как они сами. Но это не все, далеко не все. Очень много адекватных людей. И спасибо вам за это огромнейшее. Вторая новость, которая меня... Ну, во-первых, я про то хотела сказать. Люди, такие люди, да? Что с них взять? Вторая новость, которая, конечно, меня очень сильно расстроила, это по поводу ДК «Железнодорожник». Я там не была очень давно, то есть эти 1,5 года я там ни разу не была. И я даже не знала то, что он полностью уничтожен. Много зрителей написало то, что в 2022 году туда было сначала одно попадание ракетой, потом второе. В общем, от ДК «Железнодорожника», где были 2 огромнейших полотна Лансере, ничего не осталось, вообще ничего. Остался кусочек фасада. Вот так вот. Такие вчера у меня были грустные. Сначала комментарии, потом... В общем, на этой всей ноте ужаснейшей я взяла, закрыла телефон, ну просто выключила. Взяла книгу, меня очень успокаивают книги по искусству, и пошла читать. Что же я прочла? Я читала о Наталье Гончаровой. Кто не знает, это величайшая художница. Ее называли супруга Михаила Ларионова. Ее называли амазонкой русского авангарда.
Кто не знает, посмотрите, да что посмотрите, я вам прикреплю, заморочусь, посижу и прикреплю вам сюда ее работы. Сейчас я буду рассказывать и прикреплять ее работы. Для меня она, конечно, такой выдающийся художник в авангарде, в русском авангарде. И мне очень нравятся ее работы. Я хотела бы иметь хотя бы маленький эскизик. Вот она делала костюмы разные, эскизы для костюмов. Она иллюстрировала книги. Книги Пушкина иллюстрировала. Кстати, если мы уже затронули тему Пушкина, то она из древнего дворянского рода. И она является внучатой племянницей той самой Натальи Гончаровой, супруги Пушкина. Да? Вот так вот. Это нетипично для художника, и тем более для авангардиста, будучи из такого рода, пойти. Она пошла еще до революции в художественное училище московское, поступила. Простите, если здесь на фоне трактор проехал, на фоне всего шумы улицы, но мне больше негде снимать. Здесь мой любимый куст, я на фоне него снимаю. Так, что еще я забиваюсь? В общем, они еще в художественном училище знакомятся на первом курсе с Михаилом Ларионовым. Он тоже величайший художник, авангардист. И вот так вот начинают тесно создавать вместе работы, рисовать, не останавливаясь. И вообще я вам скажу, что столько работ, сколько Наталья Гончарова сделала за свою жизнь, когда пытаются понять, просчитать, сколько же вообще картин, за какой период она рисовала, но это какое-то просто, понимаете, неимоверное количество работ. Как ей это удалось, откуда она черпала свое вдохновение. Вот, откуда черпала свое вдохновение. Они ходили по музеям. Она говорила, что она берет, смотрит на полотна старых. Очень большое влияние на нее оказала французская живопись. По музеям они ходили, вот, допустим, сейчас закончится, я продолжу. Итак, простите, вы просто стали свидетелями реальной жизни в городе Харькове в 2023 году. 2022 был таким же. Нет, еще хуже. Ладно, не будем об этом, о грустном. Так вот, Наталья Гончарова регулярно посещала с Михаилом Ларионовым, со своим супругом, различные выставки, музеи. Вот она была постоянным. Вот знаете, я тоже раньше все время ходила в наш исторический музей, в наш художественный музей. И знаете, вот люди там один раз, два сходят и считают все. А что там делать? Мы уже все видели. Нет, на самом деле там можно проводить очень много времени и ходить туда регулярно, как на работу, потому что, во-первых, за вдохновением, во-вторых, ты каждый раз видишь что-то новое. Ну, вот так они с супругом ходили в исторический музей, наверное, в Москве. Что же она там, ее это вдохновило на создание работ. Туда тогда привезли много, в конце 19-го, начало 20 века, много привезли скифских и половецких баб. Кстати, с Харьковской области, вокруг Харькова их было много, и с донецких степей. И когда она увидела, ну они уже, естественно, позже ходили, чем это привезли, они ходили там в 1920-е туда. И, в общем, она этим вдохновилась, у нее есть серия работ с половецкими и скифскими бабами. Что вы думаете по поводу такой живописи? Не все, конечно, любят авангард, но для меня это такая любовь, для меня это, наверное, направление в живописи, которое стоит на первом месте по моей лично, по моему вкусу и по моей любви. Ладно, эта тема очень длинная для разговора, видео у нас не может быть слишком длинным. Не забывайте под видео поставить лайк, подписаться на канал, кто еще не подписался. Всем хорошего дня, хорошего настроения, мирного неба, крепкого здоровья.
И помните самое главное, что все войны заканчиваются миром.